При выходе из ствола пушки снаряд имеет скорость 1100 метров в секунду. Длина ствола пушки равна 2,5 метра. Внутри ствола снаряд двигался равно ускоренно. Каково его ускорение? За какое время снаряд прошел всю длину ствола? Нам известна скорость на выходе из ствола пушки В равно 1100 метров в секунду. Длина ствола равно 2,5 метра. Надо вычислить, с каким ускорением двигался снаряд внутри ствола и за какое время он прошел вот эту всю длину. Длина есть ствола L равно 2,5 метра. И выходная скорость снаряда V. Начальная скорость равна нулю. Тогда в уравнении S равно V нулевое T плюс AT квадрат делить на 2. V нулевое, естественно, будет равно нулю. Поэтому это член этого уравнения, он просто не рассматривает. В данном случае L у нас будет просто равно AT квадрат делить на 2. Пока мы не знаем ни времени, ни ускорения, поэтому мы знаем только выходную скорость. Мы знаем о том, что ускорение связано с изменением скорости. Это так V конечное минус V нулевое разделить на T. В данном случае V нулевое является стартовой скоростью, она равна нулю, а равно V конечное разделить на T. V конечное, это вот оно, V конечное, скорость на выходе из ствола в самом конце. Вот это будет V конечное, будет равно. А мы можем записать, что A равно V делить на T. Длина пушки известна. Давайте вместо этого значения T выразим отсюда из вот этой формулы T, для того, чтобы его заменить. Для того у нас будет T равно V деленное на A. И подставим его сюда. Если мы его сюда подставим, у нас тогда получится одно неизвестное, потому что мы сюда ввели величину V, которая известна. Итак, L будет равно 1/2 А и T квадрат. Переписали, чтобы удобнее было. Равно вместо T квадрат подставляем вот это значение. Будет равно 1/2 А, что множится на V деленное на А в квадрате. Это T квадрат мы подставим. Раскрываем дужки, возносим квадраты, получаем 1/2 А, что множится на 2V квадрат, деленное на А квадрат. Вот этот квадрат и это А сократим, и мы получаем, что L равно длина равно V квадрат делить на 2А. Отсюда мы можем найти А. С этой формулы находим А будет равно V квадрат делить на 2L. Давайте теперь вычислим А равно известный V в условии и L известно. Так равно V квадрат у нас 1100 метров за секунду. Еще раз помножим на 1100 метров за секунду. И делить на 2, то множится на 2,5 метра. Секунды, вот эти секунды, они идут в знаменатель. Сразу перепишем. 1100 метров, что множится на 1100 метров. А вот этих секунды уйдут в знаменатель. То есть секунда на секунду будет секунда в квадрате. Здесь секунда умножить на секунду. И множится на сколько? На 5 метров. Смотрите, 1 метр у нас сократятся. И теперь мы можем разделить. Это все мы получим 242,3 метров за секунду в квадрате. Если уберем эти нули и скажем километры, получим значение 242 километра за секунду в квадрате. Такое ускорение будет приобретать снаряд при этом выстреле. 240 либо в метрах, либо в километрах. Теперь нам нужно посчитать время, которое снаряд проходил за это расстояние. Тут у нас уже известна скорость, известно ускорение, известно. Можно просто посмотреть, посчитать. А равно V просто делить на T. А равно V на T. Отсюда T равно V делить на. Подставляем значение. Тут у нас уже будет проще, не надо квадратов, метров за секунду, делится на А. Возьмем вот эту величину, потому что тут уже все указано. 242,3 метры за секунду в квадрате. Теперь давайте разберемся с этими именованными величинами. Как они у нас будут в этой дроби множаться либо делиться, разберемся с ними. 1100 метров секунды входят в знаменатель. Вот они ушли. Здесь множится на 242 тысячи метров, а эти секунды в квадрате идут наверх. Вот они, секунды в квадрате. Смотрите, метры у нас сократились, и квадрат от этих секунд сократятся. Получилось значение только в секундах, то, что мы ожидали. 2 нуля можно сократить. Теперь, когда вот это все разделить, будет вот такое значение. Приблизительно такое значение. 0,0045 и так далее. В секундах. Или, если убрать эти нули, у нас получается вот сюда переставить, у нас получится 4,55 напишем. Микросекунд. Ответы получили, ускорение получили, либо такое, в таком измерении, и время, которое пролетает снаряд при выстреле на расстоянии 2,5 метра. Можно написать, что равно, какое более меньше напишем величину 242 километра в секунду, громадное ускорение в квадрате. И T время равно 4,55 микросекунд.